Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами сделаем пирожки. Пирожки у нас будут в духовке, очень легкие, с картошкой. Попробуйте их сделать со мной сегодня. Рецепты легкие, быстрые, и он вам на лето пригодится. Можно взять даже с собой на море, когда идете, можно взять с собой в огород, когда вы работаете, можно взять просто выпить со сладким чаем. Попробуйте их сделать, я думаю, у вас у всех получится. Для наших пирожков нам нужно будет сегодня отварить картошку. Начинка у меня будет сегодня картофельная. Приблизительно 1 килограмм картошки очищаем, режем кубиками, отвариваем. Вытаскиваем их из водички. Нам нужно будет сделать пюре. Вначале всегда делаем начинку, чтобы она у нас чуть-чуть остыла, потому что тесто делается очень-очень быстро. 1 чайная ложечка соли, чуть-чуть черный перец по вкусу. Я не делаю зажарку с луком в эту картофельную начинку, у меня дети на дух не переносят лук. Поэтому я делаю просто пюре со сливочным маслом. Добавляем сливочное масло, давим толкушкой, чтобы сделать пюре. И оставляем остыть буквально на 15-20 минут. Пока делаем тесто. Для теста нам нужно будет 200 грамм сметаны или йогурта жирного, 200 миллилитров молочка тепленького, 1 яйцо. Делается очень быстро. 1 чайная ложечка соли, 2 чайные ложечки сахарного песка, 1 чайная ложка сухих дрожжей, полная чайная ложечка вот такая, 1 чайная ложечка разрыхлителя, тоже полная, 5 столовых ложек любого растительного масла. Сейчас нам нужно будет это все хорошенько перемешать. И будем добавлять муку. Здесь у меня 650 грамм просеянной муки. Так как вы делаете это тесто первый раз, я не знаю, какая у вас мука, добавляйте 600 грамм, а потом уже смотрите по ходу. Добавляете еще 50 грамм, если понадобится. У меня уходит ровно 650 грамм муки. Собираем тесто в 1 шар. Нам не нужно будет его ни вымешивать, ничего. Все, тесто у нас уже готово. Оставляем его отдохнуть буквально на 10-15 минут. Нам не нужно, чтобы оно поднималось. В картошку сегодня я добавлю немножко натертого сыра желтого для вкуса. Если вы сделали зажарку с морковкой и с луком, то не кладите вообще сыр. Но с сыром любят и мои дети, и получается очень-очень вкусно. Тесто у нас отдохнуло. Нам нужно будет его разделить на 2 части. Духовку включаем разогреваться на 180 градусов. Вот на этом моменте уже. Делим тесто на 2 части. И каждую часть нам нужно будет раскатать. Раскатываем приблизительно 30 на 30. Вот в такой пласт. По-моему, это самые-самые быстрые пирожки, которые существуют. Нам не нужно будет их лепить, каждый отдельно пирожочек, ничего. И получается очень красиво и очень вкусно. Начинку зрительно делим на 2 части. Половинку сразу укладываем на тесто, половину начинки. Распределяем ее равномерно. И сворачиваем рулетиком. Очень-очень быстро это все делается. Замечательный завтрак. И вообще это очень-очень вкусно. Со сладким чаем прелесть. Вот такая колбаска у нас получилась. Мы ее должны чуть-чуть растянуть. Разрезаем на шайбочки, приблизительно 1,5-2 сантиметра. Я разделяю на 1,5 сантиметра, и у меня получается 38 пирожочков из этой порции. Руками придаем вот такую овальную форму, чуть-чуть на них надавливая. Перекладываем на противень, который мы застелили заранее бумагой. Сверху смазываем 1 яйцом и чуть-чуть молочко, где-то 1 столовая ложка молока, размешиваем и смазываем. Посыпаем кунжутом, можете ничем не посыпать, можете посыпать маком, а можете оставить просто вот так вот.
и отправляем в духовку. Точно так же, пока у нас печется первая партия, мы раскатываем второй пласт. Получается у нас в общей сложности 36 пирожочков. Вот такая красота спеклась. Посмотрите, какие они ароматные, посмотрите, какие они мягкие и очень-очень вкусные. Попробуйте их спечь, мои дорогие, я уверена, вам всем понравился. Рецепт быстрый, легкий и именно летний. Всем приятного аппетита, пока-пока и приятного чаепития. До новых встреч!